Привет, ребята! Сегодня мы хотим для вас записать тыквенную ферму, так как сейчас начало осени и скоро приближается Хэллоуин. Сейчас пора урожая. Вот мы пришли на такую замечательную местную большую ферму. Здесь очень много людей сегодня, потому что воскресенье. И мы хотим вам показать очень много интересного. Пошли! Вот мы сейчас идем. Это очередь в кассу. Нужно будет купить билетик за вход. Нужно заплатить. Сейчас посмотрим, не знаю сколько. Оказывается, если просто хочешь зайти, то билет покупать не надо. А билет надо покупать, если хочешь покататься на тракторе, на лошадке, на верблюде. Что-то там еще посмотреть. По-моему, там есть лабиринт. Мы сейчас увидим. Вот поэтому мы просто идем. Нам как-то на лошади кататься не хочется. Смотрите, ребята, вот уже начинается такая красота. Например, здесь вот можно купить вот такие тыквочки. Такие классные. Как... Сколько вот? Одна штучка стоит 79 центов. Если покупаешь 3 и больше, то 75 центов. Прикольные? Здесь вот такие. Не знаю, это больше как декоративные, да, их, конечно, не кушать, просто украшать дом, похож на патиссон. Вот. Сколько эти? Эти 99 центов штучка. Здесь обычные маленькие тыквочки, вот такие, а здесь вот такие беленькие с зеленым. А здесь мои самые любимые, кругленькие. И, кстати, вот эти, можно испечь и съесть. Смотрите, ребята, какие подсолнухи красивые, да, такой декоративный цветочек растет. Вот, и дальше идем пампкинс, тыквы. Вот эти печем, очень вкусные. Эти, не знаю, никогда не пробовала. Вот интересные. Теперь вот это вообще из всех тыкв самое вкусное. Из нее получается очень вкусный суп. Вот эти тыквы можно купить круглый год в магазине. А вот эта тыква, она называется спагетти тыква. Ее когда печешь, разрезаешь, а внутри выглядят такие волокна, как спагетти. Иногда люди даже не понимают, что это тыква. Такая зелененькая, вот такая же красивая оранжево-красная. Какой красивый цвет, посмотрите, да? Обалденный. Вот такие смешные. Туду! Такой кувшинчик, да? Вот. А вот здесь такие бородавчатые. Такие интересные. Ой, сейчас все повалится. Вот. А дальше идем. Здесь вот можно покупать тыквы. Вот такие тыквы обычно вырезают и из них делают фонарь. Редко кто вообще делает кашу в тыкве. Американцы, у них как-то не принято делать кашу в тыкве. Но вырезают все или просто украшают тыквами, ставят возле дома, просто тыквы. Вообще тыква символ тоже дома, символ здоровья. И почему вообще тыква стала символом? Так интересно. Раньше, изначально, когда только покорили Америку, использовали для фонарика, использовали редьку. Но потом, позже, когда поняли, что тыкву легче вырезать, стали делать тыкву. Дальше расскажу историю про Джека. Вообще тыква, фонарь из тыквы называется фонарь Джека. Расскажу дальше почему. На тыкве можно вот так посидеть, поощущать энергию тыквы. Вообще прикольно, красивые такие. Тыквы очень.
сегодня выходной, народу очень много. Вообще в будние дни я здесь иногда проезжаю на работу мимо. Народу вообще нет в будние дни. Ну а выходной, конечно, все хотят посмотреть, купить себе что-то интересное. Пойдем вот здесь кукурузу посмотрим. Такая вот тоже декоративная кукуруза, она называется индейская кукуруза, разные цвета, она твердая, ее, конечно, есть невозможно, но вот так украшать дом можно тоже. Здесь вот в этом маленьком домике можно почитать об истории этой фермы. Пойдем зайдем и посмотрим, кто ее создал и как давно. Первый рынок был открыт в 1954 году. Вот так был такой, эта ферма большая, которую мы сейчас видим, начиналась вот с такого маленького так, ларечка. Дальше вот идет вот как семья, это уже наше время, вот сейчас владельцы. А летом здесь продается очень много цветов. Я, кстати, летом здесь никогда не была. Вот оказывается, у них вот такое еще хозяйство летнее. Хотела все-таки вам показать цены. Например, на 3 дня суббота, воскресенье и праздник будет в этот праздник понедельник. В праздничный день билет, если купить на интернете, $22, если на воротах, так, на входе, то 24. Дети от 3 лет. Билет включает в себя посещение зоопарка животных, маленькая ферма, поезд, катание на тележке, игры разные, ну и так далее. В общем, довольно-таки много всего. Например, если хочешь только покататься на пони, $8, на верблюде тоже $8. Если хочешь покормить морковкой животных, $4 стоит. Ну, смотрите, ребята, вот в Америке еще в этот сезон очень популярны вот эти цветы, дубки. Они, кстати, ну, мало пахнут. Я их очень люблю. И когда-то мы купили такой цветок и посадили его в землю. И он вырос у нас несколько метров в высоту, был громадный. Я до сих пор удивляюсь, почему он вырос, потому что обычно, так как эти цветы выращивают в основном в теплицах, они погибают. То есть я пыталась их садить, но к весне они умирают. На фестивале сегодня очень много народу, поэтому мы решили туда не заходить, а просто решил посмотреть вокруг. Смотрите, можно купить сено, чтобы украсить двор возле дома. Сено стоит $6, $5,99 маленькая упаковочка, средняя $6,99, большая $9,99. Пойдем дальше, посмотрим, что тут еще есть. Смотрите, ребята, какая тыква. Она из металла сделана. Прикольная, да? Мы сейчас с дочкой думали, для чего же эта тыква. Ну, наверное, тоже украшение. А вообще цвета Хэллоуина оранжевый и черный. И вот такая интересная история, почему называют фонарь Джека. Джек был пьянчугом, и он очень много дебоширил, и один раз он повстречал дьявола. И дьявол хотел его забрать с собой, но Джек его обхитрил и загнал его на дерево. И когда дьявол залез на дерево, Джек нарисовал крест на дереве, и дьявол не мог слезть. Но и в рай Джека тоже не приняли. А дьявол кинул в него угольком, и Джек подобрал этот уголек и поставил его вовнутрь тыквы. И теперь вот это такой фонарик, ну как тыква, в нее ставят свечу, зажигают, и считается, что эта тыква, символ, охраняет дом от злых духов.
разные красивые человечки. Сидят. А вот здесь знаки для... Тоже можно, ну так, воткнуть возле дома. И здесь могут написать имя или какое-то послание. Вот сова, котенок. Вот такое чучело, да, угола. Привидение. Сейчас мы решили купить что-нибудь вкусненькое. Может быть, яблочный сидр и пончик яблочный. Самое интересное, что пончики лимит только 3. Почему-то можно купить только 3 пончика. Do you know why donuts are limited? Right here we have Uh, you can't be going back and forth. ага. Do you bake them here? We make them here. In the back. Пончики делают здесь, и лимит только 3 на человека. Вот, это мой яблочный сидр, а пончик нам сейчас дадут. Hello. Cider and one donut. 558. 5, 6. Кстати, яблочный сидр очень вкусный, такой, знаете, прям свежие яблоки. Он горячий. Вкусный. Пончик оставлю оператору. Здесь можно купить знак, и его бесплатно подписывают. Сейчас я спрошу, что люди вообще пишут и зачем люди покупают. Hello, how are you? So people buy this for to decorate house, or what are this for? Yeah, for the yard mostly. The yard. Yeah, or if you have a plant, you can put it in your plants. And I have mine in a plant and I look out the window. I the see. face out the window. Awesome, nice. But yeah, Thank you have Thanksgiving or fall and then Halloween. Okay, great. Ну вот объяснили нам, что да, люди ставят такие знаки возле дома или, например, горшок с цветком и туда, ну, как украшение, тоже такая вот красивая штучка. Пойдем. Смотрите, ребята, яблочное, ой, не яблочное, тыквенное масло. Ну, это как, типа такое тыквенное повидло, что ли. И, ну, его можно, например, на блинчики. Сейчас посмотрим состав, что здесь у них в составе. Тыква, сахар, специи и лимонный сок. Такая баночка стоит 7,95. Сколько здесь? 482 грамма. Вот здесь поменьше. Так, и что тут еще есть интересного? Посмотрим. Вот, например, есть тыквенная смесь для пончиков. Ой, для оладушек. Для пончиков. Мне теперь пончики в голове. Вот продаются яблочки. Можно купить вот такую корзиночку. Ну-ка. Всегда люблю понюхать яблоки. Кстати, ой, как вкусно пахнет. Обалдеть. Вот эти не пахнут. Вот такая корзинка. Вот есть... Нет, они все одного размера. Вот такая корзинка стоит 24,99. И корзинку они тоже берут $4. Но потом ее можно вернуть, они отдадут эти $4. Еще немножко по магазину пройдемся. Тут вот такие можно купить яблочки, да? Такой маленький пакетик, 7,99. Не очень пахнет. Вот те прям чудесно пахнет. Вот такие разные яблоки. А вот, кстати, мы живем в штате Иллинойс, и вот разные сорта показаны, какие яблоки, как называются, как они на вкус.
А вот и яблочный сидр. Вот такой галлон, это почти 4 литра. Стоит 10,99. Свежевыжатый яблочный, типа сок. А вот еще такая прикольная фишка тоже. Пойдем яблочко покажем. Это яблоко в карамели. То есть яблоко его опускают в карамель, палочку втыкают, орешки. Такое прикольное. Очень, кстати, вкусно. Смотрите, и здесь мы еще увидели, продаются разные пироги. А вообще американский пирог — это делается корочка, потом в нее кладется начинка и сверху залепливается тестом. Вот самый популярный — это яблочный пирог. Здесь у них есть, например, карамельный с орехами, тоже яблочный. Потом вот это называется датский пирог, яблочный, тоже с такой крошкой. Ну и все. Ребят, надеюсь, что вам понравилась наша короткая экскурсия по ферме. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Пока!